Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить, где сейчас знакомятся мужчина и женщина. В этом видео я скажу, во сколько обойдется первое свидание, если все-таки получится познакомиться, да, чтобы мужчина уже понимал, что его ждет, и его кошельку. И также я приведу статистические данные. У нас за статистику отвечает Росстат, но это не просто такие цифры. Они интересны тем, что действительно показывают, как оно сейчас обстоят дела в этой сфере. И скажу, например, кому больше повезет, внешность ли только играет значение или что-то другое, в каком возрасте больше знакомиться, в каком меньше, в общем, вот так вот. Например, куда ведут на первое свидание сейчас больше всего. В общем, сегодня будет такая интересная тема. Я хочу сделать небольшое вступление в этом видео и сказать, я надеюсь, что многие понимают, вот некоторые люди чувствуют себя одиноко и думают, что они познакомятся и заполнят эту пустоту, и этот человек сделает его счастливым, но хочу сказать, что кроме вас изначально никто не может сделать вас счастливым. Вот, когда вы будете чувствовать вот эту наполненность, удовольствие от жизни, вот, любовь такую, вот, ко всему, можно сказать. Вот тогда и происходят очень такие интересные и счастливые знакомства. Вот у меня в комментариях мужчины дают совет, и он достаточно дельный. Периодически пишут: ребят, занимайтесь собой, наслаждайтесь жизнью, тогда все легко произойдет. И оно действительно так и получается. Вот когда ты, скажем так, идешь по своему жизненному пути и получаешь радость от того, что ты делаешь, то и не надеешься на то, что тебя какой-то другой человек осчастливит, а сам ты себя делаешь счастливым, вот тогда действительно эта чистота настраивает на какую-то легкость в знакомстве. Все сказала. Значит, Росстат, да, вот это вот наша служба, которая отвечает за статистику, провела опросы, и опросы эти выявили, что, во-первых, у нас мужчины влюбляются быстрее и больше процента, там 43 что ли, процента верят в эту влюбленность первую. Что нельзя сказать про женщин, процент там женщин 24, что ли, ну, то есть вообще низкий, те, кто верит. Есть, конечно, такие горячие натуры, которые могут влюбиться, но, видите, вот мужчины у нас еще все-таки романтизируют, хотя это вроде как присуще женскому полу, что, кстати, было для меня неким открытием, тем более сейчас, когда мужчины очень так настроены скептически по поводу знакомства. Ну и самый такой романтичный возраст — это 18-24 года, с 18 до 24, конечно же, потому что потом уже все. У каждого какой-то опыт происходит, и разочарования не дают дальше этой романтики вообще просто жить, и романтика умирает, да, поэтому вот этот самый возраст, и на этот возраст приходится больше всего свиданий. Хотя вот я читала тут на форуме, мужчина 30 лет ему, вот он себе, скажем так, задался целью найти девушку, женщину, и ходил 5 раз в неделю на свидание. И потом понял, что это очень сильно бьет по его кошельку, и пора бы ему уже все-таки определиться и найти даму сердца, которая будет уже постоянно его партнершей, иначе он просто разорится на этих свиданиях. И кому больше всего повезет? Надо сказать, что все-таки есть такое понимание даже среди мужчин, что вот есть такой момент: либо если ты красивый, то тогда как бы у тебя больше шансов, либо у тебя есть деньги, если вот говорить про мужчин. Остальное как бы отпадает, да? И то, даже сейчас, если ты красивый парень, то есть
и все же себя тоже немножко, как бы, да, могут не очень адекватно воспринимать. Вот кто-то может сказать, я красивая, а для кого-то он может быть там и не очень-то, да, разного. Но даже сейчас мужчины говорят, что внешность не важна, главное, чтобы там деньги были, и тогда можно с любой внешностью. А получается, те, у кого и внешности нету, и возможностей нету, то вообще получается, как бы, что без вариантов. Так, ну по поводу где знакомиться. Согласно опросам, что самое популярное место — это работа и интернет. Ну, сюда можно еще сказать, что родственники, какая-то компания, знакомые, друзья — тоже, в общем-то, достаточно популярная такая форма знакомства. Ну, а дальше следует учеба. Те, кто уже на учебе знакомились, и вот можно услышать там уже очень-очень много лет вместе. По поводу работы я могу сказать, что все-таки есть такой момент, да, что как бы работать на одном месте — это, ну, не совсем айс. У меня был случай, когда я работала с невестами. У меня была невеста, которая познакомилась с своим мужем, когда было еще вот в телефоне вот это. Там даже фотографий не было, когда еще кнопочные телефоны были. И вот она написала мужу, как-то, в общем, там выдалось, не знаю, как там это работало, ну, в общем, тоже вот это вот все было, там эти знакомства раньше, да, и выяснилось, что они работают на одной работе, в одной компании. И это вообще просто нонсенс был. Так, говорит, а компания большая, она говорит, мы даже не видели друг друга никогда. Вот. И вот так вот они познакомились, стали мужем и женой. Представляете? Так что вот она судьба. Да, но по поводу работы все-таки это такое вот, если вдруг вот что-то не получится, еще потом работать с этим человеком как-то. Ну, через родственников, через знакомых понятно, да, что, в общем-то, довольно, можно сказать, безопасный вариант. Вы знаете какую-то информацию про этого человека, родственники знают. Раньше же вообще было очень популярно, когда именно родственники влияли на знакомство, и сейчас тоже уже уходит это. У меня родители познакомились в компании друзей, и папа начирикал маме на белой сумке ручкой свой номер телефона. Вот. И моя мама сказала, что она никогда за этот поступок не позвонит папе. Ну, как вы понимаете, что все-таки встреча состоялась. Дальше. Где найти хорошего человека? Я бы, наверное, вот, так как я все-таки, мне нравятся люди интеллигентные, интересные, с большим количеством там интересов своих, да, я бы, наверное, я была последний раз на выставке, могу сказать, что там столько красивых девушек и женщин, и вот почему бы туда не отправиться? Раньше, кстати сказать, я читала тоже по статистике, люди бы были более открытые. Вот в советское время люди знакомились и в общественном транспорте, да, вообще без проблем, и никто тебя не обдал таким холодом, не наградил тебя такой высокомерным взглядом. То есть все было более открыто и дружелюбно. И сайт знакомств, я как-то говорила в своем прошлом видео про знакомство, ну, я лично ему не доверяю, но я знаю случаи, когда действительно там знакомятся и потом мужем и женой становятся. Все равно на данный момент это очень актуальная история с этим сайтом, потому что много людей, в принципе, наверное, в связи с тем, что сейчас есть интернет, да, много как-то вот я заметила, интровертов становится, что ли, да, то есть людей, которые больше в своем таком мире, и менее тоже такие открытые, да, общительные. Поэтому в этом смысле это лафа для интровертов. Они там могут открыться и писать все, что хотят, и, в общем-то, да, и не испытывать при этом никакого дискомфорта, что им нужно что-то специально там делать.
Но я бы, вот, знаете, если бы это был сайт знакомств, вот, если бы я делала, я бы какой-то фильтр ставила вот на интеллигентность, что ли, чтобы это были люди действительно какие-то, ну, интеллигентные, образованные, может быть, прям отдельный бы сайт такой сделала, вот прям конкретно для таких людей, чтобы вот полностью вот та часть, которая там, будь моей повелительницей, там, не знаю, или вот те сумасшедшие, которые это пишут, да, своими фантазиями, чтобы вот таких вот не было. Еще можно познакомиться, вот, тоже довольно часто читаю, что просто вышел с собакой погулять, познакомился. Так что можно купить собаку. Ну, кто-то, конечно, там знакомится в ночном клубе, но я не знаю, можно ли там вообще себе найти спутника в жизни серьезного. Потому что последний раз, когда я была в ночном клубе, это мне запомнилось, когда девушка просто в очень плохом состоянии, мягко сказать, просто упала с высокой стойки. И все это у меня случилось прям вот рядом на моих глазах. Она там все что-то разбила, вызывали скорую. Там были все просто, и все, в общем, все были в шоке. Вот. И вот мне запомнились ночные клубы вот с этой историей. Поэтому это, конечно, так. Может быть, на один вечер, не знаю, меня не интересует данный вид вот этого знакомства. Ну, раньше тоже обычные люди знакомились в каких-то общественных местах. На Масленице могли познакомиться, да, на каких-то там праздниках. В общем-то, обычно у нас как? У нас, если познакомиться, то это вот надо в центр рвануть. Поэтому вот какие-то гуляния вот, тоже имеют место быть. И меня спрашивали по поводу фитнес-клуба, почему я в фитнес-клубе не знакомлюсь. Ну, во-первых, конечно, фитнес-клуб – это, кстати, тоже как вариант, потому что, во-первых, уже есть общие какие-то интересы, люди поддерживают здоровый образ жизни. Это ну, для меня тоже важно, потому что, вот, например, если я буду сидеть есть салатики и грудку индейки, а мужчина будет пельмени запивать пивом, то ну, мне такое не подойдет, да, то есть, в общем, плюс это интересы общие по здоровому образу жизни. Кто-то знакомился, какие-то там пошел на какие-то курсы, там нашел. У меня, например, подруга просто познакомилась в магазине продуктовом. Она выходила из магазина, а мужчина заходил. Она села в машину, она была припаркована около магазина, и что-то вот произошло такое, что она поняла, что она не может сейчас уехать. Она вышла из машины, и мужчина в этот момент тоже понял, что он должен сейчас пойти навстречу. И вот так вот они очень долго уже стали потом мужем и женой. Так что и в магазине, и, в общем, где, наверное, так, где вообще присутствуют люди, вот там вот и можно познакомиться. Никогда не узнаешь, когда это может произойти. Вообще, обычно маршрут, ну так, наверное, 50% населения, мне кажется, это вот работа, потом после работы в магазин, и после магазина ты идешь уже домой. То есть вот это ограниченное такое перемещение, оно не всегда, конечно, дает возможность, да, познакомиться. И даже несмотря на это, все равно в любом случае встреча может произойти в очень неожиданном месте. У меня вот так вот было, я познакомилась с мужчиной, который вот, скажем так, я не буду просто говорить профессию, но, скажем так, ну, редко вот так вот, чтобы прям вот понимать, что вот с таким человеком можно, с такой профессией можно познакомиться на улице. И это был, вот мы переписывались, я в комментариях, мне молодой человек задал вопрос, это вот Росстат в статистике привел, что на первое свидание, конечно же, в большинстве своем ведут все в кафе или ресторан. И у этого человека была возможность, но мы пошли на выставку. Потому что мне кажется, что изначально идти в ресторан
это как-то вот довольно банально, что ли, да. Вот. Хотя это привычно, как бы какое-то место нужно, чтобы оно не было слишком шумное. Но вот как вариант выставка. Мы потом после выставки поехали на Патриаршие пруды, там вот рядом был Волконский, он и сейчас есть, там атмосфера. И мы просто выпили кофе, взяли какое-то пирожное, и на этом все. Вот у меня не было желания, чтобы меня человек пригласил сразу в какой-то дорогой ресторан. Как-то вообще вот я ничего от этого не... Мне наоборот вот было здорово, что мы сходили и посмотрели что-то интересное. Я что-то для себя такое открыла новое. Мы познакомились так, в такой очень интересной обстановке. А тогда первое место кафе, ну и потом дальше там кинотеатр, да, кто-то идет, если уж совсем такой бюджет, но это, мне кажется, уже после 30, пиво попить. Вот, поэтому из этого следует, что вообще обычно свидание русскому мужчине выйдет где-то 3-4 тысячи рублей. Вот так вот. В разных странах, там, вот, например, в Швейцарии, что ли, там может выйти 18 тысяч первое свидание. Ну и там спускается там, по разным странам, где-то 13, где-то 8. Вот. В России, в общем-то, можно сказать, достаточно бюджетно. Даже есть какой-то город, то ли Омск, то ли где, если не ошибаюсь, где вообще свидание может выйти там в 1000, что ли. Но это, наверное, если мужчина зовет. И если у женщины не такие скромные запросы. Если у нее не скромные, то, наверное, и 3000 не хватит, и 4000. Да? Но так, в среднем, да, вот где-то 3000. Наверное, подытожив это видео, я бы сказала так. Наверное, не важно где, а важно с кем. Вот важно, с кем вы познакомитесь. Я верю в визуализацию, поэтому можно сначала описать в своей голове, с кем вы хотите познакомиться, а потом уже это воплотится в жизнь. Так что, всем спасибо вам большое за внимание. Увидимся уже в завтрашнем видео. Пока!